В Мариуполь, который российская армия разрушила и захватила этой весной, пришла зима. И сразу вслед за этим там наступила гуманитарная катастрофа. Большая часть города разрушена, но все равно, даже несмотря на это, там осталось жить больше 100 тысяч человек. Это меньше половины, но все равно это очень много людей. И сейчас большая часть этих людей живет без коммуникации. У них нет света, газа, отопления, воды. То есть они живут просто на развалинах, зачастую просто в подвалах и в условиях такого постапокалипсиса. Российские оккупационные власти для картинки за лето построили в Мариуполе несколько домов, показали это, как будто происходит какое-то невероятное восстановление Мариуполя, но в целом город просто брошен, большая часть его жителей брошена, и они, натурально живя на руинах без коммуникаций, просто не понимают, как пережить эту зиму. На российских федеральных каналах эта тема под запретом, там об этом никогда не расскажут. Но на местном мариупольском телеканале выходят сюжеты о жизни в городе, и можно просто посмотреть эти сюжеты и узнать, как же на самом деле живет Мариуполь после прихода России. Жильцы дома номер 71 по улице 50 лет СССР, среди которых много детей и стариков, замерзают в своих квартирах и просят о помощи. Подробности далее в сюжете. Тут сразу надо сказать, что в этом сюжете они подают ситуацию так, как будто проблема только в каком-то одном отдельном доме. Но на самом деле это не так. Сейчас таким образом живет большинство жителей Мариуполя. И помощи просят не только жители вот этого дома 71, а на самом деле десятки тысяч человек. Как мне в квартире, оно холодно. Там сильно холодно. И я и одетая сплю, и одетая хожу. Живет маленькая Настя в холоде и без условий вместе с бабушкой и дедушкой. Условия 0 градусов где-то. Ни газа, ни отопления, ни света. Ну не то слово, вот видите, и так круглосуточно бутылки греем. А помните, как Путин говорил, что цель России – помочь жителям Донбасса? Ну вот, это она так помогла. Вот можете посмотреть, как теперь счастливы люди, которых освободили от Украины. Вот это я так, вот это видите, я так сплю, плюс одеяло, плюс куртка и в сапогах. И термометр домашний, комнатный, показал 0 в комнате. Можете зайти, я вас чаем угощу, чай есть, кофе есть, кипятка нету. У меня все есть, а приготовить не на чем. И я замерзаю до старости лет. Я просто напомню, что в России сейчас очень модно насмехаться над замерзающей Европой. Ну, правда, Европа не замерзает, но они сами себя убеждают, что Европа замерзает, и по этому поводу очень сильно радуются. А вот кто действительно замерзает, так это люди на захваченных Россией территориях. Они действительно замерзают. Их Россия действительно оставила без тепла и заставила мерзнуть. Только об этом, конечно, ни Скобеева, ни Соловьев не расскажут. После боевых действий этому дому повезло, он практически уцелел. В нем уже заменены все окна, сейчас ремонтируют крышу. Но света, тепла и газа в доме до сих пор нет. Ну вы поняли, это так живут люди, которым еще повезло. А есть еще помимо них те, кому не повезло, которые живут там в гаражах, в подвалах, но их вам тоже не покажут. В угловых квартирах дома, где еще холоднее, чем в остальных, вода в баклажках уже замерзла. Там и минусовая температура. Вот я проживаю в доме, в квартире замерзает вода. В квартире минус. Как можно там ночевать, жить, если вода замерзла? Мы живем на улице фактически, на улице теплее. А помните, как Путин недавно смеялся, что Европа замерзнет? Сейчас, когда похолодает, ситуация станет еще хуже. Сказка известная есть. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Вот если европейцы пойдут по этому пути, то вот они так и будут себя чувствовать, как эти известные персонажи в русской сказке. Ну, теперь понятно, каких европейцев он имел в виду. Но дальше там вообще самый классный момент. Причину пропажи электричества в коммунальных службах видят в одновременном включении обогревателей и других электроприборов. Ну вы поняли.
Это не потому света нет, что Россия город разбомбила, а просто людишки сами виноваты, включали там обогреватели, электроприборы. Но есть и хорошие новости. Чтобы жителям освобожденного Мариуполя не было так грустно, партия «Единая Россия» привезла им курточки. Гуманитарные конвои продолжают активно приходить в Мариуполь. Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Здоровое Отечество» привезли теплые куртки для наших детей. 2000 теплых зимних курток прибыли из России для мариупольских детей. Доставила груз партия «Единая Россия». Ну, мы разбомбили ваш город, разрушили ваши дома, теперь у вас нет отопления, газа, электричества, но вы, главное, не расстраивайтесь. Вот вам курточка, чтобы было в чем ходить по квартире в мороз. Сегодня в Мариуполе одеть ребенка к зиме тяжело. Небольшое количество магазинов и немаленькие цены. Поэтому такие теплые подарки для мариупольских детей очень кстати. И родители искренне благодарят россиян за помощь. Ну да, благодарят за то, что вместо процветающего успешного города с 2 металлургическими комбинатами теперь лунный пейзаж и мороз в уцелевших квартирах. Знаете, такая благодарность просто, что словами не передать. Сейчас очень трудно, магазинов еще таких больших нету, супермаркетов, где можно было ребенку приобрести зимнюю одежду, обувь. А почему магазинов и супермаркетов нет? Куда они все делись? Они ж при Украине вроде бы были, я сам в Мариуполе бывал, помню, все видел. Что-то случилось, наверное, да? Большое спасибо «Единой России», которая поддерживает мариупольцев, который не оставляет нас в эту трудную минуту. Да уж. Поддержали так поддержали. И знаете, что меня больше всего поражает? Что они не стесняются это все в эфир выдавать. То есть они сначала этот город разрушили. Разрушили людям дома. Покалечили им судьбы. А теперь они еще и реально открыто над людьми глумятся. Потому что то, что они показывают, вот эти сюжеты, их же нельзя назвать иначе никак, кроме как издевательством. Это насмешка над этими несчастными жителями Мариуполя. И вот это надо показывать на весь мир, крутить. Чтобы не рассказывать, что это какая-то украинская пропаганда. Просто показывать сюжеты мариупольского телевидения. Они же сами это снимают. Сами россияне это снимают. Это никакая не подделка, не подстава. Это реальные люди, реальные жители Мариуполя. Вот пусть весь мир видит и смотрит, что Россия сделала с этим городом. Как там теперь люди живут. После прихода русского мира, какая там жизнь настала после того, как Россия типа защитила жителей Мариуполя. Путин же рассказывает, что он защищает жителей Донбасса, спасает жителей Донбасса. Ну, вот мы можем посмотреть, как на самом деле эта защита выглядит на практике. Поделитесь видео, друзья, и обязательно подписывайтесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине.